Всем привет! Сегодня разберем одни из самых популярных вопросов про Майкла Джексона. Откуда у него такая фамилия, внешность и музыкальный талант? Для этого мы обратимся к предкам. И начнем мы с его отца Джозефа. Семейное древо Джозефа Джексона известно вплоть до начала 19 века. Его прадедом был Джули Гейл, индеец-шаман из племени Чокто. Никто не называл его Джули, все звали его просто Джек. Джек взял себе в жены рабыню Джину. По законам тех времен, если мать принадлежала владельцу, то дети тоже рождались рабами. У них родился мальчик по имени Израиль, которого позже называли Неро. Когда Неро вырос, люди стали называть его Неро сын Джека или Неро Джек Сан. Именно с него начинается фамилия Джексонов. Когда рабство было отменено, Неро смог выкупить землю в Миссисипи, где вместе с женой Эмилин, наполовину индианкой, создал семью. Он стал известным целителем и фермером. У них родилось 15 детей, среди которых Сэмюэл, отец Джозефа и дед Майкла. Сэмюэл был школьным учителем и в жены взял одну из своих учениц. Наверное, тогда это было нормой. Ее звали Кристал Джексон. И обратите внимание на ее внешность. Явно, что черты лица были переданы Джозефу, а потом и всем его детям, включая Майкла. У Сэмюэла и Кристал родилось 5 детей, старшим из которых был Джозеф. Сестра Верна умерла от полиомиелита в возрасте 5 лет. Также у него было еще 2 брата, Лютер и Лоуренс, и еще одна сестра Лола Мэй, но про них нет никакой информации. С фамилией и внешностью разобрались. Теперь давайте перейдем к его музыкальному дару, и тут без его матери Кэтрин не обойтись. Родителями Кэтрин Джексон был принц Альберт Скрус и Марта Апшоу. Принц Скрус работал на железной дороге Семинол, занимался фермерством и выращивал хлопок. Его дед, Кендалл Браун, был рабом алабамской семьи Скрузов, от которой и получил потом имя. Пел в церковном хоре и был знаменит своим голосом. Кэтрин рассказывала, что ее прадед обладал настолько мощным голосом, что его пение было слышно по всей округе из открытых дверей церкви. Она еще тогда подумала, что пение это у них в крови, и она обязательно передаст этот талант своим детям. Когда Джозеф встретил Кэтрин, он понял, это его родственная душа. Они поженились в 1949 году и переехали в Гэри, штат Индиана. У них родилось 9 детей, но об этом уже в следующем выпуске. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо за просмотр. Пока.